Всем арт! С вами Оля и мой пёсель Джастин. Я предлагаю сегодня поболтать на моем канале, так что присоединяйтесь. Итак, видео называется «Шедевр акварелью», и многие сейчас подумают, что кто-то выпендривается. Но скажу вам так, что это мой первый прорыв в рисовании 2020 года, так что для меня, да, это шедевр. Но давайте разберемся, что такое шедевр. По-английски, например, masterpiece. В дословном переводе мастер и кусок, часть. Я, конечно, не считаю себя мастером в акварели или рисовании, но главное это стремление, не так ли? И да, у меня нет академического образования. На данный момент я уже 3 года посещаю студию, где как раз таки мастер-преподаватель с академобразованием объясняет и показывает, как нужно рисовать. В общем-то, я не буду сейчас тут рассказывать про то, как создать шедевр. Я расскажу вам свой процесс создания моего Собакина. Как-то раз зимним декабрьским утром я и Джаз погнали на прогулку, как обычно, и это утро выдалось солнечным, и мы начали играть с палкой, как это обычно бывает. К счастью, я захватила телефон и решила пофотать Джаса. Я обычно выбираю интересные ракурсы, типа снизу или вдаль. Тогда я села прямо на снег и сделала несколько кадров. Да, одного обычно недостаточно, несколько в самый раз, чтобы потом можно было выбрать лучший. Что касается рисования, я сначала распечатала пёселя на бумаге и перевела карандашом на акварельную бумагу. Получилось что-то вроде раскраски с еле видимым контуром. Это намного упрощает процесс, но в то же время вы должны понимать, что это не учит вас построению или пропорциям объекта. Это скорее раскрашивание, но, как сказал мой учитель, с фото нужно еще уметь срисовывать. Итак, я пользуюсь иногда таким методом, когда хочу быстрее получить результат, либо построение на данный момент не волнует меня. Конечно, в нашей арт-студии мы так не делаем, и я учусь именно там строить предметы, наблюдая за ними с натуры. Так, вернемся к моей работе. Перед тем, как начать рисовать именно далматина, а это гладкошерстная порода, что означает, что вы не должны прорисовывать волосинки или шерсть, а просто можете залить каким-то цветом. Теперь о цвете. Первое, что нужно сделать перед тем, как начать рисовать, посмотрите на фотосылку, прищурьте глаза, чтобы появилась размытость, и определите, где темно, а где светло. Можете отметить эти границы аккуратно карандашом. Так я и сделала. Я залила светлые участки смесью желтого и оранжевого, а темные, где тень падала, я залила смесью фиолетового, синего с добавлением черного. Пятна Джастина, которые на солнце, они больше коричневатые, а которые в тени, они уходят в синеву. Так и создается видение света и тени на рисунке. Моя любимая часть была это нос. Он такой черный, с синими рефлексами. Около носа также алая кожа на свету и розоватая, более холодная в тени. Мне пришлось помучиться с палкой, даже не знаю почему, много раз перерисовывала. То она мне казалась слишком зеленой, как зеленка, то темной. Я постаралась также, чтобы свет от снега снизу отражался на палке. Думаю, у меня получилось. Ну и, конечно, рефлексы в зрачках глаз, на носу и даже слева на морде от снега сияют. Также попыталась раскрасить бирюзовый ошейник. Да, в тени он более холодный, а на свету практически травяной салатовый. Фон я немного сочинила, убрала лишние детали, добавила движения с помощью диагональной линии на заднем плане. Надеюсь, вы не устали от объяснения моего процесса. Итак, и да, я бы, наверное, не назвала это видео шедевр акварелью, если бы мой учитель не похвалил меня за эту работу, ведь обычно он так не делает. Лично у меня эта работа, рисунок мой вызывает кучу эмоций. Когда я смотрю, я обожаю разглядывать, и все, кто приходит ко мне домой, смотрят на картину, которая висит над кухонным столом, и наслаждаются. Это классно иметь в своем доме что-то, что вызывает положительные эмоции.
И да, я всегда хотела что-то создавать, и это захватывает. Попробуйте вы, если вы увлекаетесь рисованием, сделайте фото, а потом попробуйте нарисовать, ну или просто скопировать для начала, и я думаю, у вас получится. Точно так же, как художественные видео вдохновляют меня, я хочу вдохновить вас на свой шедевр. Итак, в конце я дорисовала усы Джаса белой гуашью или матовым акрилом, я уже точно не помню. Акрил даже лучше в таких случаях, но только будьте аккуратнее. Акрил ведь не стереть потом. И мой друг, смотря на картину, потом смеялся, мол, что у него слюни висят. Это капельки, да, возможно, слюни и снег. Ну, классно вышло же, как в жизни. Но добивался я, конечно, не только сходства, а скорее, чтобы выглядело это все художественно и живописно. Живописно для меня это когда один цвет перетекает в другое, может резко сменяется. Это разные мазки, плавные, быстрые. В общем, целый живописный мир, как вы понимаете. Итак, вот такие вот мои рассуждения. А если видео было полезным, ставь лайк, подписывайся на канал, жми колокольчик и жди новых видео. Увидимся. Пока-пока.